У нас сегодня присутствуют гости на уроке. Мы приветствуем наших гостей. Ребята, у нас сегодня с вами необычный урок. Урок, который соединит в себе и ваши знания по русскому языку, и знания по литературе, и мы обратимся и к истории с вами. Истории нашего государства, российского государства. Но и начать мне хочется с нескольких вопросов. Скажите, пожалуйста, любите ли вы получать письма? Я имею в виду письма, именно написанные от руки на бумаге. Да, конечно. Любите. А как давно вы их получаете? Недавно. Никогда не получали, но приятно было бы получить, да? Так, хорошо. А сами вы умеете письма писать? Да. Скажите, а есть какие-то, вот, на ваш взгляд, особенные правила, да, особенности написания письма? Есть? Есть, конечно же, есть. Итак, мы переходим непосредственно к теме нашего урока. Открываем справочку, записываем число. У нас сегодня 28 ноября. Классная работа. И тема урока – этот интересный эпистолярный жанр письма. Вы, наверное, заметили, когда мы обращаемся к полным собраниям сочинений наших классиков литературы, особенно это касается писателей XIX века, то часто в последних томах собрания сочинений приводятся их переписки. Сейчас в век телефонов, модемов, скайпов, компьютеров, интернета, электронной почты мы отучились писать письма друг другу. А в лучшем случае ограничиваемся открытками и поздравлениями к праздникам или общаемся с помощью СМС. Между тем, письмо – это интереснейший жанр, и называется он эпистолярный жанр. Мы с вами сейчас к терминам перейдем. Задача письма – объединение людей, разделенных пространством и временем. Письмо – это разносторонняя форма общения, сосредоточения мыслей, арена столкновения мнений. Письмо – это беседа с другим и тем самым самим собой. Эту особенность письма подчеркивал выдающийся педагог Шалва Амонашвили. Вот он говорил, уникальность писем в том, что они позволяют человеку непредвзято заглянуть в себя, что на небольшом листе бумаги я хочу сказать близким и друзьям. Нелегкие вопросы задает себе порой человек, склонившийся над письмом. Так ли я живу? Что думают обо мне сверстники? Работа над письмом – это работа над собой. И к сегодняшнему уроку я взяла в качестве эпиграфа слова нашего замечательного русского писателя Антона Павловича Чехова. Пишите друг другу письма, ведь они помогают жить, делать нас добрее. На сегодняшнем уроке мы постараемся с вами показать, насколько интересен жанр письма, откуда он берет начало и каково искусство письма. Прежде чем говорить о структуре письма, о видах писем, давайте обратимся к небольшим справочным сведениям. Я попросила Свету Антонову подготовить небольшое сообщение из истории эпистолярного жанра. Света, пожалуйста. В античной литературе появились произведения в форме переписки действующих лиц. С развитием литературы переписка утратила свое двусмысленное значение, и появились произведения в виде писем к условному адресату. В этом и есть отличие эпистолярного жанра от
дневниковых записей и записок. Образцом эпистолярного жанра в средневековой русской литературе являются письма протопопа Аввакума и переписка Ивана IV с Курбским. У истоков основания эпистолярного жанра лежат письма русского путешественника, написанные Карамзиным. К эпистолярному жанру следует относить философские письма Чаадаева, выбранные места из переписки с друзьями Гоголя, письма из Франции и Италии Герцена. Опыт и форма эпистолярного жанра используются в романе Достоевского «Бедные люди», а также во многих других произведениях Достоевского. В современной науке к эпистолярному жанру относят письма деятелей истории и искусства, например, письма Блока к жене, переписка Достоевского и Достоевской. В художественной литературе корреспонденты являются действующими лицами произведения, а их переписка повествовательным приемом. При переписке создается эффект документальности, и благодаря этому это произведение более убедительно. Спасибо, Света. Молодец. Прежде чем дальше продолжать, давайте мы обратимся к самим понятиям. Вот мы уже несколько раз услышали понятие эпистолярного жанра. Итак, я просила, давала задание вам, чтобы вы в словарях нашли значение нескольких слов. Первое, что нас будет интересовать, это письмо. Я вот здесь нашла из толкового словаря русского языка Владимира Ивановича Дали, современная версия этого словаря, письмо, определение такое: грамотка, уведомление, сообщение на бумаге, лист, письменная речь, беседа, посылаемая от одного лица к другому. А вы какое нашли определение слова письма? То, что Настя? это переписка на дальнем расстоянии между Послание, Надя. это послание, переписка. Она имеет, Оно имеет послание. двухстороннее общение. Способствует двустороннему общению. А из какого языка к нам пришло это понятие? Из греческого языка. Следующее понятие у вас — эпистолярный жанр, непосредственно о чем мы будем говорить с вами. Письма или нескольких писем. То есть это какое-то произведение, написанное в форме письма или нескольких писем. Следующее понятие, которое также неотрывно от термина «письмо» эпистолярного жанра, это адресат. Это Костя, человек, который отправляет другому человеку письмо. ты не ошибся? Это которого отправляют. То есть это человек, которому адресовано письмо. И последнее — адресант. Человек, который пишет. Да, это тот, который пишет это письмо. Хорошо. В чем же особенности эпистолярного жанра? Надя, пожалуйста, твое сообщение. Особенности эпистолярного жанра. К особому типу относится официальная переписка, содержащая определенные каноны, черты официально-делового стиля и набор клише. Очень частые письма несут в себе всевозможные... Частные письма, частные. то есть это личные письма. Частные письма несут в себе всевозможную информацию. Допустим, содержат размышления, впечатления, выражают какие-то эмоции, чувства и многое другое. В письмах проявляется непосредственность мироощущения. Человек, который пишет письма, вдвигается на первый план. Вот. Эпистолярный стиль отличается обозначением адресата и адресанта. Точно, да? Да. Точно обозначено. Отражает сложное, тонкое переплетение
устной, разговорной и книжно-письменной речи. Также используются в этикетной форме используются вопросительные и восклицательные предложения. В эпистолярном стиле проявляется авторское «я», многообразие и единство авторского образа. Все, спасибо, молодец, умничка. Тоже пятерку тебе ставлю. Скажите, ребят, а вот как вы думаете, непостоянный жанр, переписка, да? А характер какой? Это что-то такое строгое, подчиненное определенным канонам, не допускающее каких-то вольностей? Или это непринужденная беседа людей? Это непринужденная беседа людей. Я предлагаю вам сейчас немножечко поиграть. Вспомним ваше детство. У меня здесь конверты с письмами. Ваша задача прочитать письмо, назвать автора, произведение и героя, который пишет письмо или которому это письмо адресовано. Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. Теперь я знаю вашей воли меня презрением наказать. Это пишет Татьяна Онегина. Автор Александр Сергеевич Пушкин, и это произведение Евгения. Да, роман Евгения Онегина. Хорошо, совершенно верно, Настя. Энергично. Милый мой Роди, вот уже 2 месяца слишком, как я не беседовала с тобой письменно, но ты не обвинишь меня в этом молчании. Ты знаешь, как мы любим тебя. И я, Дуня, ты наше все, вся надежда, упование наше. Я знаю, что ты оставил университет за неимением чем содержать себя. Твоя до гроба, Глухерия Раскольникова. Откуда? Ну, мы с вами еще произвели... Преступление и наказание. Автор? Достоевский. Федор Михайлович Достоевский. Автор письма известен, а кому написано-то? Главному герою романа, да, Родиону Раскольникову. Да, это мать его пишет. Так, Костя. Здравствуйте, уважаемые те, кто делает тракторы. Пришлите мне, пожалуйста, трактор, только не совсем настоящий и не совсем игрушный. И чтоб бензина ему надо было помешать. А есть он побыстрее. И чтобы он был веселый и от дождя закрытый. А деньги вам высылаю 100 рублей. Если у вас останутся лишние, пришлите обратно. С уважением, дядя Федор. Это Простоквашино? Да, это трое из Простоквашино. Автор не помните? Нет. Эдуард Успенский. Эдуард Успенский, да, дядя Федор, кот и пес. Так, Саш. Сын мой Петр, письмо твое, в котором ты просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марией Ивановной, дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего месяца. И не только моего благословения, но моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добраться, до запроказа твои, проучить тебя путем, как мальчишку, несмотря на твой офицерский чин. Ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостоин, которая пожалована тебе на защиту Отечества, а не для дуэлей с такими же сорванцами, как ты сам. Твой отец А.Г. Это Александр Сергеевич Пушкин, «Капитанская дочка». Так. А кому кто пишет? Петру. А фамилию не помните? Героя? Гринев. Да? Вот, Петр Петр Гринев. Гринев. Да, Петр Гринев пишет его отец. Так, Надя. Милостливый государь, ваше благородие, отец наш кормилец Илья Ильич, доношу твоей барской милости, что у тебя в отчине кормилец наш, все благополучно. 5-ю неделю нет дождей. Знать, прогневали господа Бога, что нет дождей. Этакой засухи старики не запомнят. Яровое так и палит. Слово Трудно читать, потому что все-таки 19 век. полынин. Словно полынем, то есть огнем. Озим и на место червь сгубил.
И на место ранние морозцы сгубили. Авось милосердный Господь помилует твою барскую милость, а о себе не заботимся, пусть и сдохнет. Староста твой, всенижайший раб Прокофий Вытягушкин, собственной рукой руку приложил. Так. О каком мы романе с вами начинаем сейчас уже? Обломов. Так, роман А Обломов. написал его Гончаров. Иван Андреевич Гончаров. А адресовано это письмо главному герою, да? Главному герою Юрьевичу. Милый дедушка Константин Макарыч, я пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маленькие, только ты у меня один остался. А вчера сегодня была вылазка. Хозяин выволок меня за волосье во двор и отчесал шпангирем за то, что я качала ихнего ребенка в люльке. И по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку. А я начал с хвоста. А она взяла селедку и ельной мордой начала меня в харю тыкать. Не помню. Это на дереве дедушки. Ванька. Ванька. Написал. Рассказ Ванька, а автор кто? Чехов. Антон Балчев, да, знаменитый рассказ. И помните, как он конверт подписал? На деревню дедушки Константину Макарычу. Как вы думаете, дошло бы это письмо до адресата? Нет, конечно, потому что не указан полностью адрес точный. Ну а теперь давайте мы с вами обратимся к выставке книг, которую нам любезно подготовила наша библиотекарь Галина Александровна. Здесь представлены в письмах выдающихся людей XVIII-XIX века. Замечательная книжка, если вас это заинтересует, возьмите, почитайте, как люди, жившие 100 лет назад, 200 лет назад, изъяснялись в письмах, как они выражали свои чувства, свою любовь к своим адресатам. Вот здесь листочки, к сожалению, мы не смогли найти книгу, тоже замечательная книга Дмитрия Лихачева «Письма к молодежи». Но вот здесь Галина Александровна откопировала несколько писем, тоже, если вас заинтересует, почитайте. Очень поучительная с точки зрения нравственности, с точки зрения любви к родине. Дмитрий Сергеевич вообще был замечательным человеком. Он был не только литературоведом, не только публицистом, но и именно вот как человек, как его качества человеческие действительно были достойны подражания и образца как истинного патриота своей страны. Здесь же книга Александр Пушкин «Дневники, воспоминания и письма». Особенно интересны письма Пушкина к его жене Наталье Николаевне, где он выражает вот свою любовь и свое уважение к этой женщине. Книга Чернышевского «Письма без адреса». Затем есть, вот, например, две книги, в которых письма Великой Отечественной войны. Тоже наполненные трагизма, наполненные и в то же время наполненные верой, что народ победит, что победа будет за нами. Конечно, некоторые письма написаны людьми уже к тому времени, когда адресаты получили весточки, их в живых уже не было. Конечно, их читать без слез просто невозможно. И здесь вот несколько примеров замечательных, на мой взгляд, тоже писем. Есенин «Письмо к матери». Мы с вами будем изучать творчество Есенина в 11 классе, и об этом стихотворении будем говорить. И два журнала молодежных, где приводятся письма ваших сверстников, с которыми вот вы тоже можете познакомиться. Письма известных людей, любимым и близким людям, письма известных людей своим близким и любимым помогают увидеть авторов с неизвестной нам стороны, заботливыми, любящими, влюбленными, нежными, чувствительными. Порой эти письма действительно покоряют своей нежностью и любовью. В письме человек может выразить свои чувства. И такие письма можно перечитывать много-много раз. Скажите, а вот если вы получаете короткие смс-ки, вам доставляет удовольствие их перечитывать несколько раз? Да. А она, смс-ка по объему, она большая? Может ли там человек вот в этой короткой фразе или в нескольких коротких фразах выразить свое чувство и отношение к вам?
Ну, наверное, с трудом, навряд ли, правильно, Настя. Навряд ли, потому что все-таки электронное письмо – это возможность быстро какую-то информацию довести до сведения. Помочь А диалогу. вот просто вот так поговорить по душам, поделиться чем-то таким вот близким, да, волнующим, трепетным, наверное, такой возможности нам смс-ки не дадут. Текущая наша неделя в школе проходит под знаменем выдающегося деятеля, русского деятеля Александра Васильевича Суворова, чей юбилей мы отмечаем в этом году. Ну, не мне вам говорить, историю вы хорошо знаете. Спасибо Наталье Николаевне и Алексею Михайловичу, которые в вас вкладывают вот эти знания. Вы знаете, что Александр Васильевич, его называли, он был и граф Рымникский, правильно, Наталья Николаевна? Рымникский, да, князь Италийский, генералиссимус, самое высокое воинское звание в русской армии, великий полководец, военный теоретик. Полководческий гений Суворова отражен в чеканной формулировке. Не проиграл ни одного сражения, причем все они были выиграны при численном превосходстве неприятеля. Яркий во всех отношениях человек, он прославился среди своих современников не только своими победами, но и своей неординарностью, или, как тогда говорили, чудачествами. Но мало кто знает, что Александр Васильевич был любящим отцом. И стоит обратиться к его письмам, посвященным, адресованным дочери Наташе. Вот в 1819 году в Москве вышла книга. Называлась она «Жизнь Суворова, им самим написанная» или «Собрание его сочинений и писем». И я попросила Сашу, чтобы он в стиле XIX века рассказал немножко о некоторых исторических подробностях, относящихся к письмам Суворова к дочери. А потом мы с вами временем оказал он незабвенные услуги Отечеству. 1774 года одержал вместе с Каменским знаменитую победу под Косуджи. В том же году женился Суворов на княжне Прозоровской, от которой имел дочь и сына. Хотя он мало наслаждался прелестями жизни семейственной, хотя по темным обстоятельствам негодовал на супругу свою, но всегда он был нежным отцом. Спеша однажды к особенностям службы, заехал он ночью домой, перекрестил спавших детей и уехал. Живя вне семейства своего, он непрестанно действовал для пользы и славы России. 1777 года рассеял он в Крыму скопище хана Девлет-Гирея, и вместо его поставил в ханы Шагин-Гирея. В том же году укрепил он на Кубани берег от устья реки Кубани до Кавказской линии и прекратил нападение буйных черкесов. 1778 года поступили к нему полки, бывшие под начальством Румянцева. В сие время отразил он от крымских берегов сильный турецкий флот. 1783-го неутомимый Суворов привел в подданство России нагайских татар и вскоре потом разбил их шайки, возмущенные Шагин-Гиреем. По мере заслуг Суворова усугублялось к нему доверие Екатерины. По сей доверенности припоручено ему было 1778 года защищение крепости Кинсбургской. Прикрывая высадку на Кинсбургскую косу, он защищал вход и в Таврическую область. 30 сентября 1787 года турки, предводимые французскими офицерами, приплыли к косе и начали укрепляться. 1 октября, видя усилия неприятеля, Суворов, устроив отряд свой, воскликнул: «Ребята, вперед!». Хотя первый напор турок был отражен, но они опять скопились в многочисленные толпы. Суворов был отрезан от полков своих. Усмотрев опасность начальника своего, гренадеры вскричали: «Братцы, генерал остался впереди!» и бросились выручать его. Унтер-офицер Новиков особенно способствовал спасению его жизни. Неприятель был прогнан. Испытав мужество воинов Суворова, он уже не смел более тревожить берегов. Всем сражениям Суворов был ранен в руку, но не рана, ни беспрестанные труды не истребляли из памяти его дочери, воспитывавшейся в Петербурге в Смольном монастыре. Разлуку с ней он услаждал перепискою. Сердце нежнейшей матери едва ли может найти такие выражения, какие изливались в письмах его к дочери.
как герой гремело на поле битвы, как отец покидал сердце с дочерью. Это выражение Суворова. Слыша шум волн морских, в дыму и пламени военном, он не забывал дочери. Он желал взглянуть, как она растет, и услышать ее голос. Душа Суворова способна была ко всем чувствам любви и нежности. Имя героя украшало в нем звание отца, друга и великодушного сына Отечества. Спасибо, Саша, молодец. И вас на столах. Письма Суворова к дочери. Вы сейчас прочитаете и выпишите, пожалуйста, в тетрадь те слова, выражения, которыми он обращается к дочери, и слова и выражения, которые характеризуют его именно как любящего и заботливого отца. Хорошо. Ребят, давайте мы вот такими же словами он обращается к своей дочери. Так, милая моя Суворочка, мой друг, матушка. Так, еще. Надя. Суворочка, душа моя. Суворочка, душа моя. Настя, ты что нашла? Сестрица Суворочка. Богиней он ее называет. Костя, ты нашел что-нибудь еще? То, что тебе понравилось? Софья, нет. Айда Суворочка, здравствуй, душа моя, в белом платье, носи здоровье, расти велика. Да, душа моя, да, Суворочка, душа моя, Настя. Голубушка. Голубушка, любезная. Жан. Ну, он тут дает наставление: пусть богиня невольности тобой всегда руководствует. Ты переменяешь состояние, помни, что вольное обхождение производит презрение. Остерегайся вольности поступков. Привыкай к учтивости непринужденных. Убегай общих, желающих блистать умом. Нравов их по большей части развратных. Будь строга с мужчинами, говори с ними мало. Когда они говорят с тобой, на похвалы их отвечай скромным молчанием. Надейся на поведение. Оно показывает вид, будто хочешь поцеловать их руку, не подавая, однако, для того своей руки. Ага. Ну, Жанна чуть-чуть не опередила, да? Вот посмотрите письмо, где Суворов дает отцовский наказ, отцовские наставления дочери. И причем не так, вот знаете, как вот ты делай вот так, вот так, и вот так, а вот по-доброму. Действительно видно, что он любит свою дочь, он за ней заботится, беспокоится. Конечно, Александр Васильевич переживал, что он не мог быть рядом с дочерью часто в силу вот своей занятости. И во время военных походов особенно часто писал письма своей дочери. У Суворова был еще и сын, но вот, к сожалению, как-то вот письма к сыну, они нигде не проследились, нигде не прошли. А сейчас я хочу предложить вам немножко отдохнуть. И гостям нашим. Сядьте удобнее. Мы сейчас с вами окунемся в атмосферу XVIII века. Глазки закроем. Александр Васильевич очень заботила судьба дочери. И когда пришло время выдавать ее замуж, кандидатов на руку Натальи Александровны было очень много. Сам же Александр Васильевич выбрал для нее мужья графа Филиппа фон Элемта, сына своего сослуживца. Наталье Александровне он не понравился, и родственники были против, так как он был лютеранского вероисповедания. То есть, да, не православный. Сохранилась переписка в стихах. То есть Суворов не только в прозе писал стихи своей дочери, но и в стихах. «Уведомляю сим тебя, моя Наташа, Костюшка злой в руках, взяла вот так-то наша. Я ж весел и здоров, но лишь немного лих тобою, что презрен мной избранный жених.
Когда любовь твоя велика есть к отцу, послушай старика, дай руку молодцу. Но, впрочем, никаких не слушай, друг мой, вздоров. Отец твой Александр, граф Рымникский Суворов. И дочка ответила отцу в том же духе. Для дочери отец на свете всех светей. Для сердца же ее любезней и милей. Дать руку для отца, жить с мужем по неволе, и графская дочь ничто, ее крестьянка более. Что может в старости отцу утехой быть? Печальный вздох детей или им веселье жить? Все в свете пустяки. Богатство, честь и слава. Где нет согласия, там смертная отрава. Где ж царствует любовь, там 1000 отрад. И нищий мнит в любви, что он как крест богат. Вот, видите, оказывается, талантом сочинения стихов Александр Васильевич тоже обладал. И дочь тоже была очень талантливой, образованной девушкой. На брак фрейлины требовалось высочайшее согласие. Императрица его не дала и выбрала для Натальи Александровны по своему усмотрению жениха, брата своего фаворита Николая Зубова. В феврале 1795 года в Таврическом дворце состоялось торжественное обручение, а 29 апреля состоялась свадьба Натальи Александровны и Николая Зубова. Отдохнули, изучите эти правила и, соблюдая вот то, что здесь написано, указано, вы попробуете написать и выполнить свое домашнее задание. Прежде чем перейти к домашнему заданию, давайте с вами вспомним структуру письма. Структуру письма. С чего начинается письмо? Ну вот на примере писем Суворова, да? С чего оно начинается? С обращения. С обращения, да. Обращение к адресату. Какими словами? Если вы пишете близкому человеку, какие вы слова можете использовать? Дорогой друг, да, там, или по имени назвать, любимый. Если вы пишете человеку, который старше вас, то тогда вы будете уважаемое слово. Где вы сделаете переход от обращения к основной части. Вы можете, например, написать: благодарю за сообщение, которое я получил. Да? Спасибо за то известие, которое меня порадовало. Третья часть – это основная. Вы видите, что письмо – это так же, как и сочинение, да, имеет свои определенные части. Личная информация, просьбы, предложения, пожелания. Не надо, конечно, забывать о вежливых словах, которым вас учат с детских лет. И, естественно, как любая письменная работа, четвертая часть – это заключение. Слова прощания, возможные приветы родным. В зависимости от того, какую цель преследуют письма, существуют и разные виды писем. Ну, я вам сейчас просто вот продемонстрирую, а вы в тетрадочках запишите виды писем. Это дружественные письма. Семейные письма. Любовные письма. Поздравительные и деловые. А у меня в руках письмо. Угадайте, кому оно адресовано и от кого. Прошу обратить внимание на язык и стиль этого письма. Любезные друзья мои, я была безмерно счастлива, получив весточку о том,
что сего ноября 28 числа состоится наша встреча. Мне так хочется сказать вам что-нибудь приятное. Я рада, что в моей жизни встретились такие замечательные люди. Каждая встреча с вами доставляет мне несравнимое удовольствие. Как приятно видеть ваши горящие глаза, слушать ваши умные речи. И пусть за окнами холодно, но я верю, что мы сможем согреть друг друга теплом наших сердец. Хотела я сообщить вам о многом, но приходится заканчивать мое послание. Об одном прошу. Учитесь, дерзайте, любите и уважайте друг друга и, конечно же, ваших наставников. Имею честь пребывать с вами, учитель ваш. Кому адресовано? Вам, молодцы. Ребят, ну и в заключении давайте вот уже подведем мы с вами итог. Я сразу вам за домашнее задание скажу. У вас есть вот такие листочки, 3 варианта заданий. Вы выбираете любое, которое вам понравится. И к следующему уроку я жду ваших творческих работ. А сейчас у вас есть вот такие листочки, на которых начало канва письма. Письмо другу по поводу сегодняшнего урока. Я попрошу вас, пожалуйста, коротко написать. Да, прямо там листочку, я специально вам место оставила. Может быть, кто-то экспромтом готов? Ну что, видишь, какая ты молодец, нашла выход из положения. Умничка. Ты сидишь, улыбаешься, наверное, готова. Озвучь, пожалуйста. Костя. Пожалуйста. Давайте Потому вас что слушаем. кому отправляешь, да? Да. Допустим, Настя. Сегодня у нас был урок по теме «Этот интересный эпистолярный жанр письма». Он был очень интересный. Я узнал, что есть определенные правила, чтобы писать его. И научился определять, какое письмо. Оказывается, важно даже то, какие стили письма существуют. Здесь, наверное, как обращаться, да? Как обращаться. Как обращаться, какую лексику использовать, так. Но уроки мне были очень интересны. Когда мы встретимся, я познакомлю тебя с записями, которые я записал в тетради. Записи не записал, немножко, да, сделал в тетради своей. Так, еще кто-нибудь готов что-нибудь озвучить, Саша? Дорогая моя бабушка, сегодня у нас был урок по теме «Этот интересный эпистолярный жанр письма». Он был очень увлекательным и познавательным. Я узнал, что есть очень много стилей письма и научился их определять. Оказывается, важно даже то, каким образом ты пишешь. Печатаешь или пишешь от руки. На уроке мне было очень интересно. Спасибо нашей учительнице. Когда мы встретимся, я познакомлю тебя с теми вещами, которые я записал. И о чем я узнала в уроке, да? Так. Ну что же, подводя наш итог, хочется еще раз обратиться к эпиграфу. Слова Чехова. Пишите друг другу письма, ведь они помогают жить, делая нас добрее. Вы согласны с этими словами, ребята? Да. Согласны. Действительно, приятнее держать в руках листок с написанным письмом, а не напечатанным, потому что напечатанное письмо это все-таки такое официальное что-то, да? А вот от руки написанное, оно согрето теплом души человека, который вам пишет, или которому пишете вы. Вот на следующий урок я посмотрю, как у вас получается, не получается. Это у нас с вами не последний урок. На эту тему мы с вами в течение года будем говорить еще. На уроках литературы мы тоже будем работать с письмами выдающихся людей. Ну а сегодня я благодарю всех за работу. Все молодцы. Я очень вам благодарна.
так как у меня в этой школе это первый открытый урок, и вы мне очень помогли. Ваш настрой, ваши горящие глазки, ваши доброжелательные отношения у меня сыграли большую роль. Спасибо большое. Спасибо. Так, девочки, мне пошли, кто отвечал?